Все мы готовим на плите, но не у всех есть время, чтобы сразу после готовки помыть решетку. Решетка на плите быстро покрывается жиром и налетом, особенно если готовить часто, и обычная губка не всегда справляется. А тратить часы на чистку, конечно, никому не хочется. Друзья, всем привет! Вы на канале Советы для дома, и в этом видео я хочу вам показать простой способ, как отмыть решетку газовой плиты. Если у вас нет привычки протирать решетку регулярно, то со временем на металле накапливается слой жира и пригоревших остатков пищи. Этот налет очень трудно убрать, если вы будете использовать просто губку с чистящим порошком. Вам придется тратить свое время, свои силы, поэтому хочу на вот такой грязной решетке показать, как ее можно отмыть до идеального состояния с минимальными усилиями с вашей стороны. Возьмите максимально глубокую кастрюлю, которая есть у вас дома, и наполните ее горячей водой. В идеале в эту кастрюлю должно поместиться чуть больше половины решетки. Дальше поставьте кастрюлю на плиту и включите газ. Воду нужно закипятить, поэтому накрываю кастрюлю крышкой, так вода быстрее закипит. Способ, про который я сегодня буду рассказывать, подходит для вот такой эмалированной решетки. Чаще всего они черного цвета. Если у вас на плите стальные решетки, то их вы тоже можете смело чистить. Они по виду тоже такие тоненькие и обычно серебристого цвета. Ну и вот такие чугунные решетки этим способом тоже можно очистить от жира. По виду они толще, чем предыдущие, тяжелее и могут быть от черного до светло-серого цвета. Вода в кастрюле закипела. Теперь сюда нужно добавить соду. Сода, когда попадает в кипяток, бурно пенится, поэтому добавляйте ее по чуть-чуть. Соду добавлять нужно из расчета на 1 литр воды 1 столовая ложка соды. У меня в кастрюле 5 литров, поэтому насыпаю 5 столовых ложек. Второй ингредиент, который нам нужен, это средство для мытья посуды. На 5 литров воды добавлю 2 столовые ложки. Теперь получившийся раствор нужно хорошо перемешать. И можно опускать в него решетку. У меня решетка до половины не поместилась в кастрюлю, поэтому вот эту среднюю перемычку я несколько раз полью горячим раствором. Время кипячения будет зависеть от того, насколько у вас была грязная решетка. Если она не сильно покрыта жиром, тогда 30 минут хватит. А если решетка была прям вся в жире, тогда прокипятите решетку час. У меня решетка кипит уже 10 минут. Сейчас еще раз полью вот эту среднюю перемычку и посмотрю. Если жир легко ложкой счищается, то можно чистить. Почему этот раствор получается такой эффективный? Потому что сода – это щелочь, а чтобы отмыть жир и нагар, нужно использовать именно щелочное средство. В средстве для мытья посуды есть ПАВы, то есть поверхностно-активные вещества, которые расщепляют жир и не дают ему обратно приклеиться к поверхности. Поэтому микс соды и моющего получается такой эффективный. Ну а кипячение ускоряет и значительно облегчает процесс очистки. Так что этим способом вы сможете очистить даже толстый слой жира с решетки и старый нагар. Решетка кипела 15 минут. В моем случае этого достаточно. Буду доставать ее и чистить. Чистить нужно сразу, пока решетка горячая. Делайте все максимально аккуратно, чтобы не обжечься. Если вам сильно горячо, можете придерживать решетку полотенцем, но на самом деле остывает она очень быстро.
Смотрите, какой жир стал мягкий. Счищается он за считанные секунды. Для чистки я использую вот такую губку-скребок. Также можете использовать жесткую сторону самой обычной губки для мытья посуды. Все очень быстро, всего 2 минуты мне потребовалось. Сейчас сполосну решетку под водой. И нужно опять положить ее в раствор, чтобы очистить вторую половину. Со средней перемычки жир отмывался очень плохо, поэтому я обмотала ее салфетками и поливаю их чистящим раствором. Решетку буду доставать, а вот этот раствор не спешите выливать. Если у вас есть грязные тарелки, столовые приборы, жирные кастрюли, положите их в этот раствор, прокипятите, и вся посуда будет как новая. Есть и другие способы, которые можно использовать для мытья решетки. Можно кипятить с добавлением горчицы, можно забрызгать решетку антижиром. Если у вас большая решетка на все 4 конфорки, тогда можно использовать нашатырный спирт и пакеты для чистки. Ссылки на все подробные видео будут в подсказках, и оставлю их в описании. Смотрите, возможно, вам больше подойдет какой-то другой способ. С минимальными затратами с моей стороны и без особых усилий решетка снова чистая. Так что, если вам нужно очистить решетку газовой плиты от жира и нагара, воспользуйтесь этим способом. Он доступный и очень простой. Если видео было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи в других видео.